Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 58-й день войны, Украина сражается. И сегодня ответы на вопросы, которые вы задавали под двумя видео крайними, которые выходили. Я повыбирал, у меня на листочке есть. Люди, хорошие родственники, распечатали мне. Поэтому буду читать вопрос, посмотрим формат, если подойдет, значит будет замечательно. Вопросы по Ан-225. Не было ли предложений от всемирно известных личностей о участии в фонде и передаче каких-то средств? Пока фонд еще официально не открылся, поэтому огромных предложений не было, но уже есть пример от нашего украинского композитора Евгения Хмара. Он сказал, что готов 50 концертов, полученные средства от 50 концертов его, направить в этот фонд. Фонд откроем чуть-чуть позже. Что вы думаете о посадке на Ан-225 в Жешеве? Ну, это действительно уникальная посадка. Я буквально недавно показывал ее еще раз. Чем она уникальна? Это утреннее утро, очень приземная низкая облачность. Не сказать, что это туман, низкая облачность. И она кусочками такими была. И получилось, что первая часть полосы закрыта была этой облачностью. И самолет все-таки имеет огромные размеры. Турбулентность, которую он создает после себя, вызвала вот это раздвижение туч, и получилось действительно, что самолет себе расчистил небо. Мы бы этого никогда не увидели, если бы внизу нас не ожидали споттеры и не снимали всю эту ситуацию. Поэтому посадка действительно в какой-то мере уникальна. Ваши самолеты не отражаются на флайт-радаре. Ситуация тоже понятна. Мы сейчас находимся в состоянии войны, поэтому флайт-радар немного ограничивает показ наших самолетов, где мы летаем, что мы летаем. Я считаю, это довольно правильно. Самолеты летают, работают. Тренажер по Ан-225, как на нем полетать, как на него попасть. Специального тренажера для единственного самолета нет. У нас есть тренажер очень хороший для самолета Ан-124. Кабина практически один в один. Поэтому все процедуры мы отрабатываем на этом тренажере. И недостающие элементы некоторые отрабатываем в кабине самолета или процедурно. Поэтому мы вполне закрываем. На данный момент тренажер пока еще не работает, потому что, опять же говорю, у нас состояние войны. И поэтому как только закончится, и тренажеры будут работать, и можно будет посмотреть, где эти тренажеры находятся, и даже поучаствовать. Но это отдельный разговор, и это непросто, сразу скажу. Просят рассказать о том, как МРЕ создавалась, с какой целью, зачем. Но это очень длинный разговор. Кстати, можете поискать, у меня есть видео по этому поводу, и посмотрите, там о многих ситуациях рассказывает член экипажа, который участвовал в первом полете, это навигатор наш Сергей Нечаев. История вся описана, есть, это длинный разговор. Вопрос о коммерческой целесообразности восстановления второго экземпляра. Могу сразу сказать, это вряд ли принесет какую-то выгоду. Затрачено, я предполагаю, что будет очень много средств. Поэтому давайте ориентироваться на то, что этот самолет, это будет символ Украины. И не только Украины, а символ мира всего. Довольно ощутимый пример, именно связанный с авиацией. Подумайте. А какая была экономическая целесообразность, например, создания лунной программы, создания Сатурна-5? Сколько было средств затрачено? Естественно, вы понимаете, это был престиж страны Соединенных Штатов. Они достигли своей цели, получили приоритет в освоении дальнего космоса, относительно дальнего космоса. Если бы вы были не ограничены в средствах, какие улучшения бы сделали? Конечно, уже есть мысли, что в МРИ сделать лучше. Есть 100% то, что можно улучшить. Хотя бы очень важно, из-за того, что она имеет такие огромные размеры, будут установлены камеры видеонаблюдения во всех возможных точках, что значительно облегчит передвижение самолета на земле. И тогда эксплуатация значительно упростится. И еще очень-очень много всего, что можно будет добавить. Все предложения, я уверен, что будут учтены и воплощены. Так, следующий вопрос. С какой максимальной скоростью можно рулить и с какой минимальной можно лететь? Максимальная скорость ограничена, особенно
на разворотах мы ее сами ограничиваем, потому что самолет на разворотах очень сложно управляется, поэтому скорость руления на разворотах практически минимальная, там 5 км в час максимум. На прямой можно до 30 км в час разгоняться, если рулишь по прямой. Минимальная скорость, на которой самолет может лететь, 235 км в час. Насколько взлетов-посадок хватает резины на Мрии? Я могу сказать точно, это порядка 50 взлетов-посадок. Резина, могу сказать, что стирается в основном в процессе руления и буксировки самолета, а не во время взлета-посадки. Пока используем резину не Dunlop. На Русланах у нас уже английская Dunlop, на Мрии пока старую резину используем. Dunlop входит в 2 раза больше ресурс у нее, то есть более 100 посадок, пока ее необходимо менять. И сколько времени занимает полная заправка? Заправка идет обычно около 1 тонны в минуту. У нас 4 точки заправки, но тем не менее, по условиям заправки не более 1 тонны в минуту. Соответственно, если баки Мрии общие 350 тонн, которые мы можем взять, соответственно, вот делите 350 на 60, то есть это порядка 6 часов заправлять полную заправку. Но никогда мы полную не заправляли. Спрашивают про голос автомат, который у нас работает. Голос женский. Это система СРППЗ, это система раннего предупреждения столкновения с землей. Участвует в предупреждении о приближении к земле. Также читает высоту. Если вдруг мы забудем выпустить шасси, то она скажет низко шасси. Если мы не выпустим закрылки посадочное положение, она скажет низко закрылки. А в нормальной посадочной конфигурации она говорит высоту 300 метров, 150 и затем отсчитывает практически до самой посадки. Но на самолете Ан-124 и Ан-225 считает эту высоту до 60 метров. 150, минимум 100, 60. Следующий вопрос. Летали ли вы с выключенным двигателем? Но летать на Мрии с выключенным двигателем не приходилось. Ну, так получилось. Другие летчики там выполняли такие полеты. Была необходимость перегнать на 5 двигателях. Это выполнялось. Я персонально на Руслане летал с выключенным одним двигателем, производили посадки. И была у меня ситуация, когда пришлось выключить 2 двигателя. И тоже нормальная произведение посадка, поэтому самолет летает. Даже, например, Руслан на 2 двигателях, ну а Мрия минимум на 5. На 4 двигателях мы не пробовали летать. Но я думаю, что это тоже возможно при соответствующих весах. Вопрос, почему мы выключаем реверс на скорости 130 км в час выключаем. Особенность реверса такая, что на более меньших скоростях поток, который идет от двигателя, он попадает на вход двигателя, и на скоростях уже меньше 100 км в час очень большая вероятность помпажа. И это происходило. Поэтому записано в инструкции, что на скорости 130 км в час мы должны выключить реверс, то есть перевести его на минимальное значение. Спрашивают, сколько двигателей сейчас на Мрии? По внешнему виду, как минимум 3 двигателя похоже, что остаются в рабочем положении. Сколько из них использовать можно, реально будет, это техническая комиссия определит. Далее спрашивают, двигатели производятся или нет на данный момент. Да, Запорожский завод производит двигатели. И следующий вопрос еще есть. А будет ли в перспективе использованы двигатели зарубежного производства, типа Pratt Whitney или других производителей? Возможно. Но для этого опять нужно техническое решение и оценка экономической целесообразности. Почему? Потому что двигатели у нас что на Мрии, что на Руслане стоят одни и те же. Поэтому тут уже надо учитывать именно из условий эксплуатации на обоих типах самолетов. Какой ресурс у самолета и сколько он налетал? Сразу говорю, самолет, хотя и имеет возраст 33 года, имеет налет общий 5000 часов и около 1300 или 400 посадок. Я сейчас точно не скажу. Это
Но настолько такой мизер для этого самолета. Ресурса еще довольно было много, но ситуация именно такая складывается на данный момент. Спрашивают, что будем делать с остатками или с частями, которые не использовать, музей, не музей. Это все будет принято немножко позже. Конечно, обязательно расскажу, куда, как будут расходоваться вот эти частички МРИ, которые сейчас находятся в Гостомеле. Максимально правильно будет все использовано. Ну, где-то вот так приблизительно. Обязательно продолжим этот разговор. На другие вопросы тоже буду отвечать. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть ворогам. І обов'язково далі буде. Не перемикаємось. До встречи. Пока.